Всем привет, мы в хоккее. Магнитогорский «Металлург» – один из главных фаворитов нового сезона. Почему? Сейчас расскажем, а вы подпишитесь, если любите хоккей. Основная причина – это главный тренер команды Андрей Разин и его тренерский штаб. Разин является одним из топовых тренеров КХЛ, который ставит очень современный хоккей. Его знаменитые диагонали еще со времен Северстали поставили в тупик ни одного тренера в лиге. Для него неприемлемо борт, стекло, выброс, а впереди как получится. Он отталкивается от своей игры. И это при не самых звездных составах команд, которые тренировал Разин. Таковым не назовешь даже чемпионский «Металлург». После чемпионства прошедший сезон команда провела не столь убедительно, проиграв в первом раунде Кубка Гагарина «Авангарду». Начав сезон ни шатка ни валка, в том числе из-за травм нескольких ключевых игроков, в команде приняли решение расстаться со спортивным директором Сергеем Гамаляко. И надо признать, Разин ошибся перед дедлайном с трансферами Джозефса и Рандулича, которые ничем себя не проявили в плей-офф. Но после Нового года команда начала напоминать себя годичной давности. Победы шли одна за другой. Из лазарета вернулись и набрали форму лидеры, освоились новички. Клуб стал набирать очки почти в каждом матче, заняв в итоге на Востоке не слишком желаемое третье место, попав в первом раунде на «Авангард». Команда Гибуше с огромным трудом прошла магнитогорцев. В большинстве игр «Металлург» был интереснее и быстрее, владея игровым и территориальным преимуществом, создавая больше моментов. Но «Авангард» то на опыте заберет игру в овертайме, то додержит преимущество, нажитые по ходу встречи. А ведь лишь «Авангард» смог навязать борьбу потом в плей-офф будущему чемпиону «Локомотиву». И если бы не «Авангард» на первой стадии, то «Металлург» прошел бы любую команду на Востоке. На тот момент они были в отличной форме. Во второй части сезона было понятно, за счет чего «Магнитка» обыграл «Локомотив» в финале 4-0. Разин переиграл Никитина. И дело не в перерыве «Локомотива» в 10 дней без игр перед финалом или еще в чем-то. Дело совсем не в этом. Зная характер Разина, он точно не успокоится после вылета в первом раунде. А учитывая, сколько появилось в КХЛ топовых тренеров-канадцев, для него это еще одна мотивация – супервызов. Второе – это состав. Ростер «Магнитки» вряд ли до этого межсезонья назовешь сверхзвездным. Но, как известно, порядок бьет класс. В целом состав сохранился с прошлого сезона. Из значимых игроков ушли Зернов в ЦСКА, Юров уехал в Миннесоту, Гераськин во Владивосток. Зато пополнили команду такие технари, как Владимир Ткачев с нашумевшим уходом из «Авангарда» и Сергей Толчинский, так и не нашедший себя в СКА. Игроки, способные обыграть на носовом платке, выдать тонкую передачу, устроить круговерт в чужой зоне. А в системе Андрея Разина им должно быть очень удобно, ведь Разин позволяет творить. Таких статусных игроков, возможно, и не было никогда у Андрея Владимировича, и интересно, что из этого выйдет. Руслан Исхаков также вписывается в категорию техничных и неординарных. Его получили в обмен на Зернова. На этом фоне немного сомнительно выглядит подписание Дерека Барака. Слишком нестабилен он был в «Витязе», но Разин знает, что делает, хотя возможно всякое. Все перечисленные игроки невысокие и не силовые, а в составе таких и так уже немало. Это немного настораживает, ведь силовых форвардов минимум, а мускулы тоже нужны. Идеальным выглядит подписание Никиты Короткова из Сибири. Мощный, очень скоростной и настырный форвард, отлично играющий в меньшинстве. Более того, забивающий огромное количество шайб именно в меньшинстве, убегая за счет скорости к чужим воротам. Обладающий хорошей техникой. Супер приобретение, он точно поможет. Защитники все на месте, очень надежная линия команды. Ушел лишь Еременко, который большую часть сезона пропустил из-за травмы. Состав полевых сформирован, но нельзя исключать никаких трансферов. Третье – это надежная вратарская бригада. Набоков провел прошедший сезон хорошо, хотя подвигов не совершал, в отличие от чемпионского сезона, когда он выглядел стеной. Большая вероятность, что это его последний сезон перед уездом в НХЛ. И он явно захочет показать себя во всей красе, тем более, что его уже поджимает Смолин, который и в прошлом-то сезоне часто смотрелся не хуже и играл в целом надежно. Они с Набоковым ровесники, и для них это интереснейшая конкуренция. В целом состав укомплектован, слабых линий нет, все позиции закрыты надежно, ростер команды стал сильнее. Болельщики «Металлурга» могут уверенно смотреть новый сезон, клуб без сомнений будет бороться за кубок. Если вам нравится хоккей, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие вы видите слабые стороны «Металлурга». Всего доброго и до свидания.